Всем! Выпуск номер 57. На старт, внимание, марш! Беспроводные полноразмерные диджейские наушники Alpha Theta HDJ F10. Новинка оснащается 40-мм излучателями в комбинации с композитной пленочной диафрагмой Peak Pew Peak, изготовленной из двух разных материалов, что помогает достичь детализированного звука на всем доступном диапазоне частот от 5 Гц до 30 кГц. Конструкция корпуса сочетает в себе канал фазоинвертора и воздушную камеру, что обеспечивает эффективную звукоизоляцию, а также расширенные и усиленные низкие частоты. В дополнении предусмотрен режим активного шумоподавления и режим прозрачности. Также наушники снабжены уникальной технологией Sonic Link, которая с помощью специально подключенного передатчика HP-TX01 к любому линейному источнику обеспечивает передачу звука с задержкой всего в 9 миллисекунд. Это в 20 раз быстрее, чем обычно используемый кодек Bluetooth SBC. Тем самым открывая доступ к точному беспроводному мониторингу и микшированию. Помимо прочего, девайс отличается высокой прочностью, что подтверждается пройденным тестированием на ударопрочность по военному стандарту США. Автономная работа HDJ-F10 составляет 9 часов с Sonic Link или 30 часов работы с Bluetooth 5.2. Пользователи также смогут воспроизводить свой сет с помощью проводного соединения. Наушники имеют встроенный микрофон, позволяющий совершать и принимать звонки без помощи рук с помощью голосовых помощников, таких как Siri или Google Assistant. Они поставляются со спиральным кабелем 1,2 метра, приблизительно 3 метра в вытянутом виде, стереоадаптером 6,3 мм, а также кабелем для зарядки USB Type-C на USB Type-C, парой запасных амбушюр и сумкой для переноски. Alpha Theta HDJ F10 будут доступны для покупки зимой 2024 года в двух версиях: с передатчиком по цене около $500 и без передатчика стоимостью $390, а сам передатчик можно будет приобрести отдельно по цене в $130. Adam Audio D3V. Новые компактные мониторы с суммарной мощностью 120 Вт и частотным диапазоном от 45 до 23 тысяч Гц. Частота кроссовера располагается на отметке 4000 Гц. Производитель отмечает, что постарался перенести все основные достоинства мониторов компании в более компактные размеры корпуса. D3V позиционируется как способ быстрого переключения в студийный режим звука при работе за ноутбуком. Акустика построена вокруг алюминиевых вуферов диаметром 3,5 дюйма, дополненных пассивными радиаторами и твитерами DRAMT диаметром 1,5 дюйма. В компании отмечают, что акустика уверенно воспроизводит низкие частоты и отрабатывает высокочастотный диапазон с той же детализацией, что и остальные мониторы Adam Audio. Для оптимизации звучания применяется встроенная DSP-система, позволяющая подстроить работу мониторов под окружающее пространство. Для коммутации предусмотрены разъемы TRS 1,4 дюйма 6,3 мм для подключения к аудиоинтерфейсу и TRS 1,8 дюйма 3,5 мм для подключения наушников. Дополнительно модель оснащена портом USB-C, позволяющим соединить D3V с компьютером или ноутбуком без использования аудиоинтерфейса. Adam Audio D3V уже поступила в продажу в черном и белом цвете. Мониторы продаются парой, а цена составляет $300. SSL 2 MK2 и SSL 2 Plus MK2. Отмечается, что большая часть изменений затронула схему устройств, в то время как конфигурации каналов и дополнительные опции остались прежними. Устройства все так же выпускаются в клиновидном металлическом корпусе с пластиковой окантовкой по бокам. Расположение элементов на корпусе не изменилось, но дизайн интерфейсов стал более строгим и простым. Звуковые карты теперь используют 32-битные конвертеры и поддерживают запись звука с частотой дискретизации до 192 кГц и разрядностью до 32 бит. SSL 2 MK2 и SSL 2 Plus MK2 также предлагают повышенный динамический диапазон входов: 116,5 дБ линейных входов, 120 дБ и входов на наушники 119,5 дБ. Компания заявляет, что изменение используемых компонентов внутри звуковых карт обеспечило точную и аккуратную передачу стереокартины по всему спектру и лучшую согласованность сигнала в сравнении с первым поколением интерфейсов.
Возможности коммутации не изменились. Пользователям доступна пара комбинированных микрофонных линейных инструментальных входов на разъемах XLR, TRS. Комбинированные входы располагаются на задней панели корпуса, на фронтальной стороне корпуса размещаются два инструментальных TRS входа, дополняющие, но не заменяющие основные порты на задней стороне. При подключении инструментов во фронтальные разъемы порты на задней стенке становятся неактивными. На входах доступен режим Hi-Z для записи гитары, однако кнопки для его активации на корпусе больше нет. При подключении инструментов во фронтальный разъем Hi-Z активируется автоматически. Как и раньше, на входах доступен аналоговый режим Legacy 4K, имитирующий работу консолей SSL 4000. Режим представляет собой полноценную эмуляцию работы предусилителя SSL 4000. К интерфейсу можно подключить одну или две пары студийных мониторов, две пары наушников с независимым управлением громкостью. Линейные выходы теперь согласованы между собой, что позволяет использовать их для передачи CV-сигналов на аналоговые синтезаторы. Как и раньше, SSL 2 плюс MK2 оснащена MIDI разъемами. Подключение карт к компьютеру осуществляется посредством разъема USB-C, USB 2.0. В комплекте со звуковыми картами поставляется набор программного обеспечения Production Pack. В состав пакета включены постоянные лицензии на цепочки эффектов SSL Vocal Strip и SSL Drum Strip. 3 месяца подписки на сервис Complete Access, лицензия на Ableton Live Lite, виртуальную библиотеку Native Instruments Hybrid Case и библиотеки Complete Start. Дополнительно в комплект включен набор сэмплов от сервиса Loop Cloud. Цены: SSL 2 MK2 $230, SSL 2 плюс MK2 $300. Изотоп Aurora. А новинка продолжает линейку продуктов Изотоп Catalyst, стартовавший в начале сентября этого года вместе с выходом сатуратора Plasma. Aurora предлагает 6 алгоритмов реверберации, эффективную секцию фильтрации и опцию размаскировки сигнала. Как и в случае с Plasma, в основе Aurora лежит умная обработка, однако речь не идет об использовании искусственного интеллекта в привычном понимании. В компании отмечают, что за словосочетанием скрывается адаптивный процессор, анализирующий поступающий сигнал, оценивающий его частотное наполнение и находящий пространство по всему спектру. Функция находит менее загруженные частотные диапазоны и размещает отражение в них. Таким образом, обработанные исходные сигналы не мешают друг другу и не борются за одни и те же места в миксе, а располагаются в индивидуальных частотных карманах. Благодаря этому отражения лучше читаются в миксе и не создают лишнего гула и мутности. Выбранные плагином диапазоны можно изменять вручную. Разработчики отмечают, что количество настроек ограничено специально, чтобы пользователи больше времени уделяли музыке, а не вращению ручек. Эту же цель преследует и упрощенный режим интерфейса, ограниченный одним общим регулятором. Для управления размаскировкой предусмотрены параметры атаки и затухания, отвечающие за поведение функции. Регуляторы задают скорость и интенсивность работы опций, что позволяет точно управлять влиянием функции на звук. Цена $50. Somerville Sounds Dusty Fells. Фортепиано из войлок. Это еще одно блестящее переосмысление старой библиотеки Kontakt с новым интерфейсом и новыми функциями. Dusty Fells основан на том же войлочном пианино Kawai, что и старые библиотеки разработчика Mayfield и Postfield. Новая версия, однако, поставляется с несколькими улучшениями для гораздо большей звуковой гибкости, сохраняя при этом очаровательный лоу-фай характер и красивые недостатки фортепиано. С важностью добавления шума от винтажного предусилителя и настройки фильтра и насыщенности, Dusty Fells предлагает вам поэкспериментировать со звуком и создать что-то уникальное. Dusty Fells доступен бесплатно, но также можно указать свою собственную цену, чтобы поддержать разработчика. Подробнее на сайте производителя. Все ссылки в описании. А на сегодня все. Пишите свое мнение, пожелания, советы, анекдоты в комментариях. Если понравилось, ставьте лайк, будьте в курсе и делитесь с ценителями. Анекдоты, ну а чё нет, парни, если у вас есть анекдотик другой про студийную движуху, порадуй братуху.